В официальных документах он значился как Бабушкин Владимир Петрович, якобы родился в 1928 году. Однако те, кто лично знал его по зонам, утверждали, настоящее имя было Василий Степанович, а год рождения не позже 1915-го. Эту разницу подтверждали десятки заключенных, которые пересекались с ним еще в 40-х. На надгробии в Соликамске все же указали дату 1928 года. По бумаге, но все, кто с ним сидел, сходились в одном – он был гораздо старше. Многие уверены, что дата была специально искажена, чтобы скрыть его реальный возраст и срок пребывания в местах лишения свободы. Родился он в многодетной семье, где было 8 детей. Родителей не стало рано, воспитывала бабушка. Именно она заменила ему мать и отца. Когда Васе было всего 12 лет, бабушку убили у него на глазах во время разбойного нападения. Дом ограбили, и после этого он остался на улице. С этого момента его жизнь изменилась. Карманные кражи на рынках, в трамваях и поездах. Воровская стезя началась рано. Первый срок еще подростком. С тех пор лагерь за лагерем. Он прошел Ивдель, Княж-Погост, Воркуту, Владимирский Централ, Белый Лебедь. И это только часть списка. За более чем 30 лет он не работал ни дня. Даже когда на него оформляли план, 200% нормы, все делалось на бумаге. Он к станку не подходил. Администрация шла на это, лишь бы избежать конфликта. Потому что к бриллианту относились иначе. Он не просил, он молча давал понять, как будет. Он держал дистанцию. Говорил спокойно, но твердо. Свою одежду стирал сам, обувь всегда была начищена. В камере порядок. За столом только чай и книга. Ни карт, ни спиртного. Молчал, но если нужно, одной фразой ставил на место кого угодно. Однажды его вызвал начальник зоны. Спросил: «Почему не подчиняешься?» Ответ был прост: «Потому что ты начальник колонии, а я хозяин». Он не поддавался ни на уговоры, ни на давление. Его невозможно было сломать. Он никогда не писал объяснительных, не шел на сделку. Даже этапы проходил в одиночку. Без разговоров, без жалоб, без просьб. Во второй половине жизни Вася Бриллиант провел больше времени в этапах, чем на свободе. Бадья, Боровая, Лопаткова, Владимирский Централ, Белый Лебедь – это были его адреса. Он появлялся на зонах как символ старой школы. Его не нужно было короновать на бумаге. Его принимали без лишних слов. Он держал линию до конца. Не играл в карты, не пил, не искал привилегий. В камере порядок, кипяток, полотенце, книга, всегда чисто выбрит, сапоги начищены. Даже в лагерном аду он оставался примером. В 1985 году его этапировали в Соликамск, в страшный Белый Лебедь. Там, где ломали даже самых стойких. Но Бриллиант не сломался. Он отказался от амнистий, не подписал ни одного обязательства, не согласился на лечебку. Знал, чем это закончится, и говорил: «Мой конец будет здесь, я не прогнусь». В июне 1985 года по лагерям разлетелась весть: Васи Бриллианта больше нет. Официальная версия – инсульт или суицид. Но зэки в это не поверили, ходили слухи, его убили. Кто-то говорил – удар угольником по голове, другие – что задушили. Были и те, кто утверждал, это сделал сотрудник санпропуска по кличке Морда. Смерть Васи вызвала бунты по всей стране, лагеря встали, пошли малявы с призывами к беспорядкам. Заключенные отказывались выходить на работу, брали заложников, жгли бараки. Система гасила эти волнения спецназом, но они вспыхивали снова и снова. Васю похоронили на 89-м участке Соликамского кладбища. Сначала безымянный столбик с номером. Потом друзья поставили гранитный памятник весом 8 тонн. На одной стороне его портрет, на другой – Иисус Христос. На камне выбита ошибка – 1928 год рождения, но те, кто знал, утверждают, ему было под 70. И до последнего дня он остался верен себе, не сломался, не предал, не пошел на компромисс. Именно поэтому его имя до сих пор звучит как легенда. Легенда, которая стала фактом. Если вам было интересно, подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы поддержать работу над подобными видео. И если вы хотите увидеть продолжение, напишите в комментариях, о ком рассказать дальше.